Раннее утро, холодный ветер пронизывает воздух у деревенской реки. Серая вода медленно течет, отражая тучи на небе. Богатый мужчина в дорогом пальто стоит на берегу, напряженно сжимая в руках плетеную корзину, укутанную одеялом. Внутри корзины два новорожденных младенца, близнецы, мирно спящие, не зная, что их жизнь висит на волоске. Мужчина нервно озирается по сторонам, словно боится, что кто-то увидит. Его лицо каменное, но в глубине глаз боль. Он опускается на колени, прижимая корзину к груди, шепчет: «Вы не должны были родиться, я не могу». Его руки дрожат, но спустя несколько мгновений он резко поднимается и бросает корзину в реку. Она с шумом падает в воду, качается на волнах и начинает медленно уплывать. Мужчина отворачивается, быстро уходит по тропинке, не осмеливаясь оглянуться. А тем временем на склоне холма неподалеку стоит лошадь. Ее глаза, полные понимания, следят за происходящим. Ноздри расширяются, уши напряжены. Она видела все. Лошадь замерла на мгновение, будто обдумывая увиденное. Затем резко сорвалась с места. Ее мощные копыта с глухим стуком неслись по склону вниз к реке. Шерсть на загривке встала дыбом, в глазах решимость. Люди в деревне знали эту лошадь как умную, преданную, но никто бы не подумал, что она способна на такое. Подбежав к берегу, она остановилась, высматривая корзину. Та все еще держалась на плаву, качаясь на течении. Ее слышно не было, младенцы не плакали, лишь шевелились под одеялом, не зная, что между ними и гибелью всего несколько секунд. Лошадь с силой фыркает, затем делает невозможное, она прыгает в реку. Волны захлестывают ее, вода ледяная, но животное уверенно плывет вперед, к цели. Корзина уже уносится дальше, но лошадь не сдается, бьет копытами, сокращая расстояние. И вот она добирается до корзины, аккуратно берет ее зубами за край и медленно начинает поворачиваться к берегу. Корзина тяжелая, вода заливает край, но она держится. Все, что есть в этой хрупкой жизни, сейчас в зубах лошади. Лошадь медленно и осторожно плывет обратно к берегу, неся в зубах корзину с новорожденными. Вода бьется о ее сильные ноги, холод пробирает до костей, но она не останавливается. На берегу уже собираются несколько сельских жителей, кто-то услышал шум, кто-то увидел всплески в реке. Их лица полны удивления и беспокойства. Когда лошадь выходит из воды, ее мокрая грива свисает, а грудь тяжело поднимается от усилий. Она аккуратно ставит корзину на землю и начинает громко ржать, словно зовет на помощь. Люди быстро прибегают, и одна женщина, заметив детей, осторожно берет их на руки, проверяя, живы ли они. Младенцы плачут, слабые, но живые. Женщина нежно укутывает их в свое теплое покрывало, а остальные начинают звонить в деревенскую больницу и искать помощи. Лошадь стоит рядом, глядя на людей, словно понимая, что ее миссия выполнена. В этот момент никто не знает, что именно эта лошадь спасла две жизни, и что впереди ждет большая история, которая изменит судьбы всех в деревне. Сельские жители с удивлением и благодарностью смотрят на лошадь, которая едва ли не стала героем этого дня. Женщина, держащая младенцев, обращается к собравшимся. Это чудо. Если бы не она, эти малыши не выжили бы. Мужчина, который бросил детей в реку, все еще стоит в стороне, с лицом, искажающимся от злобы и страха. Никто не осмеливается приблизиться к нему. Здесь собрались люди, которые не потерпят жестокости. Тем временем медсестра, прибывшая из больницы, бережно осматривает младенцев и говорит: «Они очень ослаблены, но если их вовремя поддержать, у них есть шанс выжить». События этого дня становятся темой разговоров в деревне. Люди начинают приходить и приносить вещи для малышей. Никто не замечает, как неподалеку, в тени, кто-то наблюдает за происходящим мужчина в дорогой одежде, с холодным взглядом, скрывающий свои истинные намерения. Лошадь, как будто чувствуя важность момента, возвращается к хозяину, но ее глаза полны тревоги. Судьба этих близнецов только начинает разворачиваться, и в этом будет много неожиданностей. Медсестра бережно укладывает младенцев в переносные кроватки, готовясь отправиться в больницу.
Женщина, которая их нашла, не хочет отпускать малышей, за эти несколько часов они стали ей почти как собственные дети. Она тихо гладит одного из младенцев по голове, пытаясь успокоить плач. Тем временем остальные жители деревни спешат на помощь. Кто-то приносит теплые одеяла, кто-то готовит еду, а кто-то уже звонит знакомым врачам, пытаясь организовать дополнительную помощь. В воздухе ощущается смесь тревоги и надежды. Все понимают, что борьба за жизнь этих малышей только начинается. В это время мужчина в дорогом костюме, который наблюдал за всем издалека, решает действовать. Он осторожно приближается к группе, пытаясь скрыть свою истинную личность. Его лицо остается спокойным, но глаза сверкают решимостью. Он знает, что эти дети могут изменить многое, если выживут. Лошадь, казалось бы, понимает, что ее роль не закончена. Она стоит рядом с женщиной и малышами, словно охраняет их своим присутствием, готовая защищать до последнего. Все вокруг чувствуют, что это начало большой и важной истории, где каждый шаг имеет значение. Дни в деревне сменялись, а малыши постепенно крепли под заботливым присмотром женщины и местных жителей. Каждый вечер она сидела у них, тихо рассказывая сказки и мечтая о будущем, в которое эти дети обязательно должны были войти счастливыми и здоровыми. Время шло, и слухи о чудесном спасении близнецов разносились все дальше, притягивая внимание даже соседних селений. Тем временем мужчина в дорогом костюме, на самом деле скрытый миллиардер, которого никто не знал в этой деревне, начал проявлять особый интерес к судьбе малышей. Он тайно навещал их, оставлял продукты и лекарства, стараясь оставаться незамеченным, но в его глазах уже горела решимость изменить их жизнь к лучшему. Ему. Однако не все в деревне были рады такому вниманию. Некоторые скептически смотрели на этого чужака и подозревали, что у него могут быть свои мотивы. Но женщина, которая спасла близнецов, верила в добро и видела, что мужчина искренне хочет помочь. В один из таких вечеров, когда солнце уже садилось за горизонт, мужчина подошел к женщине и тихо сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я знаю, как дать этим детям жизнь, о которой они мечтают». Ее глаза наполнились слезами. Впервые за долгое время она почувствовала, что надежда действительно есть. И эта надежда была началом новой главы, полной испытаний, но и великих возможностей. Мужчина и женщина встретились на краю деревни у Старого Дуба, где их разговоры становились все более откровенными и важными. Он рассказал ей о своей истинной личности, о том, что он не просто странник, а миллиардер, скрывающийся от мира, чтобы найти смысл жизни вне роскоши и власти. Его голос был тихим, но каждое слово проникало глубоко в сердце женщины. «Я сбежал от всего этого. Денег, бизнеса, интриг», – сказал он, потому что увидел, как истинные ценности – семья, забота и любовь – важнее всего. Эти дети – это мой шанс начать заново. Женщина слушала внимательно, не веря своим ушам. Перед ней стоял человек, который мог изменить их жизни навсегда. Но он искал не славы или признания, только возможность помочь ей быть рядом. Тем временем близнецы спали в кроватках, окруженные теплом и заботой. Лошадь, которая стала их хранителем, стояла неподалеку, внимательно наблюдая за происходящим, словно понимая всю важность этих перемен. «Мы справимся вместе», – произнесла женщина, наконец улыбаясь сквозь слезы. «Ради этих малышей и ради будущего, которое они заслуживают». В этот момент казалось, что весь мир вокруг них замер. И только зарождающаяся надежда наполняла воздух светом и теплом. Начиналась новая жизнь не только для близнецов, но и для тех, кто поверил в чудо. Мужчина предложил женщине переехать в его дом в городе, чтобы обеспечить детям лучшее будущее. С образованием, медицинской помощью и комфортом, о которых она могла лишь мечтать. Сначала женщина колебалась, боясь оставить свою деревню и привычную жизнь, но увидела в его глазах искреннюю заботу и поддержку. «Ты не одна», – сказал он. «Вместе мы сделаем все, чтобы эти дети выросли счастливыми и сильными». Собирая свои вещи, женщина смотрела на просторы родной деревни, на поля и леса, которые стали для нее домом.
Сердце рвалось на части, но она понимала, ради близнецов необходимо сделать этот шаг. Вечером перед отъездом вся деревня собралась, чтобы попрощаться. Люди, которые прежде сомневались, теперь смотрели на нее с уважением и теплотой. Маленькие близнецы, обнятые женщиной, словно чувствовали, что впереди новая глава, наполненная надеждой и возможностями. Путь в город был долгим, но каждый километр приближал их к жизни, полной перемен и надежд. Мужчина сидел рядом, тихо рассказывая истории и обещая, что теперь они никогда не будут одни. И в этот момент, когда машина уносила их прочь от деревни, женщина почувствовала, что начала новой жизни уже здесь, рядом с тем, кто готов был стать их опорой и защитой. Вскоре после переезда женщина и мужчина начали обустраивать новый дом. Он был просторным и светлым, но для нее главное – создать там настоящий уют, чтобы близнецы чувствовали себя в безопасности и любви. Каждый день они вместе устраивали маленькие ритуалы, играли, читали сказки, смеялись и учились друг у друга доверять. Мужчина, несмотря на свою занятость, всегда находил время для семьи. Он с трепетом наблюдал за тем, как дети растут, и видел в их глазах ту радость и спокойствие, которых им так не хватало раньше. Его сердце наполнялось гордостью, что смог дать им шанс на лучшее будущее. Женщина же постепенно переставала бояться перемен. Она поняла, что счастье – это не только место или деньги, а люди рядом и их любовь. С каждым днем ее душа становилась все легче, а улыбка ярче. Однажды вечером, когда близнецы уже спали, мужчина взял женщину за руку и сказал: «Ты самая сильная и прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал. Благодаря тебе я снова верю в чудеса». Она посмотрела ему в глаза и впервые за долгое время почувствовала, что нашла не просто защиту, а настоящего партнера, с которым можно пройти любые испытания. Вместе они строили новую жизнь, полную надежд и любви, которую никто и ничто теперь не сможет разрушить. Прошло несколько месяцев, и жизнь семьи постепенно наладилась. Женщины и близнецы привыкли к новому дому, новым людям и новым возможностям. Близнецы начали ходить в школу, где быстро нашли друзей, а женщина нашла работу, которая приносила не только деньги, но и удовлетворение. Мужчина стал для них настоящей опорой, не просто благодетелем, а человеком, который искренне любит и заботится. Он часто устраивал маленькие праздники и сюрпризы, чтобы показать, как важна для него их семья. Однажды вечером, когда все сидели за ужином, мужчина поднял тост. За нашу новую жизнь, за нашу семью и за то, что иногда судьба преподносит неожиданные подарки. Женщина улыбнулась, смотря на близнецов, которые радостно хлопали в ладоши. В этот момент она поняла, что все испытания и трудности были не напрасны. Теперь у них было настоящее счастье благодаря любви, вере и тому, что иногда даже самые невероятные истории могут стать началом чего-то прекрасного. Прошло еще несколько месяцев, и жизнь семьи наполнилась новыми событиями. Женщина заметила, что близнецы начинают проявлять удивительные способности. Один из них стал прекрасно рисовать, другой быстро учился играть на музыкальных инструментах. Она не могла не удивляться, насколько талантливы ее дети, и каждый день старалась поддерживать их увлечения. Мужчина тоже не оставался в стороне. Он организовал для них мастер-классы и занятия с лучшими педагогами в городе, чтобы развить их таланты. Он гордился каждым их достижением и всегда говорил, что счастье – это видеть, как дети раскрывают свои способности. Но однажды вечером, когда семья собралась вместе, мужчина признался: «Я хочу, чтобы вы знали правду о моем прошлом и о том, почему я когда-то принял такое тяжелое решение. Но сейчас я готов исправить все и дать вам лучшее, что могу». Женщина смотрела на него с пониманием и уважением. Она знала, что этот разговор станет началом новой главы, честной и открытой, без тайн и страхов. Близнецы слушали внимательно, чувствуя, что семья становится еще крепче, ведь теперь в ней царит не только любовь, но и доверие.
В тот вечер мужчина начал рассказывать свою историю, полную боли и сожалений. Он признался, что в прошлом был человеком, чьи ошибки привели к трагическим последствиям, и что поступок с близнецами стал для него самой тяжелой расплатой за свои грехи. Его голос дрожал, когда он говорил о тех моментах, когда чувствовал себя потерянным и беспомощным. Женщина слушала внимательно, чувствуя, как ее сердце наполняется сочувствием и силой. Она понимала, что человек перед ней не просто богатый мужчина, а человек, который прошел через ад и теперь пытается искупить свою вину. Она взяла его руку и сказала: «Мы все совершаем ошибки, но главное уметь признавать их и идти дальше. Теперь у нас есть шанс начать все заново, вместе». Близнецы, хотя и были слишком малы, чтобы понять все детали, почувствовали искренность и поддержку, которая исходила от их родителей. В этот момент они стали настоящей семьей не только по крови, но и по сердцу. Это была новая глава их жизни, наполненная надеждой, любовью и прощением. Прошло несколько недель после того откровенного разговора. Мужчина и женщина вместе работали над тем, чтобы построить новую жизнь для своей семьи. Мужчина начал активно участвовать в воспитании близнецов, проводил с ними больше времени, рассказывал им сказки перед сном и учил первым урокам доброты и честности. Женщина, наблюдая за переменами, чувствовала, как ее сердце наполняется теплом и благодарностью. Несмотря на все трудности прошлого, они смогли найти путь к взаимопониманию и поддержке. В их доме вновь звучал смех детей, а стены наполнялись радостью и надеждой. Однажды вечером, когда близнецы играли во дворе, мужчина посмотрел на них и тихо сказал жене: «Теперь я знаю, что настоящая сила – это не деньги и власть, а любовь и семья. Я обещаю, что никогда больше не допущу, чтобы прошлое разрушило наше счастье». Женщина улыбнулась в ответ, крепко сжав его руку. Вместе они смотрели на своих детей, понимая, что впереди их ждет светлое и счастливое будущее, полное новых возможностей и мечтаний.